Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада, но ее пока в кадре нету. Я сегодня в Киеве на Дарынке. Сегодня 1 мая 2023 года. И хочу сегодня такую предложить вам прогулку. Через Дарынок пройти, потом выйти на станцию Лесную, станцию метро. И потом зайти в студию звукозаписи, знаменитую студию Свобода Рекордс. Посмотреть, как работает звукорежиссер. Ну и прогуляться еще в парк Киото. Как вам такая программка? Смотрите, я прямо вот возле входа на Дарынок. Сейчас мы пройдем через рынок, бегло пройдем, посмотрим, потому что останавливаться на ценах это будет слишком долго. Зато просто интересно посмотреть сегодня в понедельник, какая здесь ситуация. Сейчас я вышел на главную аллею. Здесь и справа, и слева бутики. А есть еще такие большие корпуса, в которых прям, базар. Здесь есть и дорогие вещи, и дешевые относительно. Вот туда можно выйти на улицу. Это все был завод. Это были цеха. Видите, там сверху окна такие, как в цехах делали раньше. А теперь здесь торгуют вещами, ювелирка есть. Плиткой все устелено, кофе можно попить. Сегодня понедельник, поэтому очень мало людей здесь. Мы с Ладой прошлись по рядам, по торговым, посмотрели себе кроссовки, там джинсы. И нам сказали продавцы, что в понедельник как раз лучше всего приходить на Дарынок, потому что именно в понедельник здесь нету толп людей, и продавцы могут вам уделить внимание. Смотрите, здесь даже есть сельпо с такими красивыми верблюдами наверху. Сельпо вообще славится тем, что украшает свои магазины для того, чтобы посетителям было приятнее. Вот это вот один из цехов. Здесь прям по рядам можно ходить. Одежда. И таких здесь рядов просто кучи. В общем, рай для шопоголика. Здесь, в общем, на любой вкус, по сути дела, можно найти вещи, на любой кошелек. В основном, конечно, дорого. Поэтому, честно говоря, сейчас мы выйдем на улицу, я вам покажу магазин чуть-чуть дешевле. Если вам надо купить там джинсы, кроссовочки недорогие, там есть чуть подешевле магазины рядом. Лада меня ждет в небольшом кафе при входе. Она там пьет чай, потому что очень устала. По рынку ходить это тяжелый труд. Лично для меня так это 100%. Я не знаю, как люди считают шопинг отдыхом и развлечением. Это труд. Вот небольшой ресторанчик, кафе, семейная кухня, мачо-бар. И здесь Лада меня уже ждет. Так, привет, Лада. Что ты тут пьешь? Чаек? Сейчас, секунду, подожди. Лада тут с кем-то зависает по телефону. Видите, вот такой ресторанчик. Можно попить чайку. Я уже облилась. Хорошо. Все хорошо. Все, мы сейчас немножко хлебнем чай, я тоже, и пойдем на улицу, дальше вам покажем. Чай стоит 50 гривен вместе с медом. Вот такой чайничек. Чайничек с медом. Бедная кафешка вообще, наша любимая. Мы тут все время зависаем, когда тут ходим, одеваемся. За 50 гривен в Макдональдсе просто чашка чая, да? Это Цены здорово. нормальные. Хорошо, все. Я пью чай, потом мы идем на улицу. Мы выходим из этого ресторанчика, выходим на улицу через их летнюю террасу. Здесь прикольно. Давайте я вам покажу сначала, как выглядит Дарынок с внешней стороны. Вот это его основной вход здесь. И вон вот это вот все здание цветастое, это все цеха этого Дарынка, бывшего завода. И там это все торговые площадя. И здесь я вам еще обещал показать джинсовик. Вот, посмотрите, через дорогу здесь вот такой магазинчик, джинсовик. На Академгородке тоже он есть.
И там я потерялся, да? Лада меня потеряла. В общем, в джинсовике тоже неплохие цены и качественные вещи. Но их там, конечно, меньше. Выбора меньше, чем на рынке. Ну, можно иногда. Я одну кофточку несколько лет назад купил, там ее носил с носу, ей не было, пока мы не поехали в Ровно. Там жили в частном домике, где мы печью обогревались, топили печь. Я положил ее на печь сушиться, и она сгорела просто. Это моя кофточка. А так она вообще была, не выстиралась, не линяла, нормальная такая была, четкая. Вот здесь есть еще у нас базар на Лесной. Это все станция метро Лесная рядом. И здесь, в принципе, промзона раньше была повсюду. Сюда трамвайчик ходит, вон стоит трамвай. Конечно, не знаю, какой номер трамвая. Вот это все цеха бывших заводов каких-то. Все, зеленый свет. Мы сейчас с вами шуруем через рынок. Этот рынок уже, он такой разношерстный. Здесь не одежда, здесь все подряд. Здесь овощи, фрукты, мясо, вещи для рыбалки. Чего только нет. Есть только, наверное, стройматериалов нету. А так, в принципе, все есть. И здесь тоже есть еще такой небольшой фудкорт, так можно назвать. Шаурму продают, фастфуд всякий. Коровка вот это вот как символ этого рынка. Ну, здесь можно посидеть, отдохнуть на лавочках, если вы устали. И шаурму съесть. Мы, кстати, с Ладой, когда шли сюда еще несколько часов назад, тоже заходили от метро вот через этот рынок. И так и сделали. Купили одну шаурму большую на двоих. Потому что мы не съедаем с Ладой по одной полной шаурме. Нам просто не влазит. Такие они сытные. Вот здесь где-то мы купили ее. Шаурма стоила 100 гривен. Одна большая. Вкусная была. Вон там. Наглые голуби на голову садятся, это какой-то ужас. Они тут обнаглели вообще. Их, наверное, кормят, да? И вообще, я вам скажу, тут запах такой стоит шашлыком. Такой ядреный запах еды. Серьезно. Все, друзья, мы сейчас заходим в подземный переход. Здесь есть вход в метро, но мы в метро не будем идти. Мы пойдем на ту сторону. Перейдем на ту сторону Броварского проспекта и пойдем в киностудию сначала зайдем. А внутри киностудии есть звукозаписывающая студия Свобода Рекордс. Там работает мой брат, он, в принципе, это его студия, он ее основатель. Покажу вам, как работает звукорежиссер. Понятное дело, здесь на этой стороне тоже. Догадайтесь, что? На этой стороне, конечно же, тоже базар. Здесь сплошь одни базары. Мы немножко отошли в сторону от метро Лесная и пришли к зданию киностудии Киев Научфильм. Тут уже не так шумят дороги. Здесь уже слышно, поют птицы, тишина, зелени много. Посмотрите, как здесь много зелени. И где-то в этом здании есть студия моего брата, которая называется Свобода Рекордс. Из музыкантов киевских все знают эту студию. Это, такая прослойка населения, людей, которые все друг друга знают вообще. Ну и все студии друг друга знают. Так. Да, все. Открыто, правильно пришли. А студия... Так, смотри, тут в фойе есть уникальные вещи, можно показать людям. Это все-таки киностудия, и тут старинные киноаппараты, есть такая выставка. Небольшая экспозиция. Смотрите, какой раритетный киноаппарат стоит. Что это такое интересное? Типа пленка, да? Ну да, тут пленка. Вот она, смотрите, пленка. Что-то упала, пленка, да? Да, это игрушка. В советские времена вот такие стояли на киностудиях пульты здоровенные, с экранами, там выводилось на экраны изображение. А это камера допотопная. Ну точно допотопная. Попали в прошлый век. На штативчике таком деревянном, огромном. Представь, люди таскали сколько с собой. Я сейчас в руках держу миниатюрную камеру, такая, которая у меня еле в ладони помещается. А они здесь вот с такими вот вещами все время громоздкими, да, носились. То
Прикольно. Так, все. Идем дальше. Поднимаемся по лестнице и наверх. Если кто слышал такие группы, как Мандры, Кому вниз, то они пишутся именно здесь, на этой студии. А еще, если, может, кто смотрел такой фильм, который называется «Я работаю на кладбище» или «Я працюю на цвинтаре», то это тоже вот озвучивает мой брат. И еще фильм «Щедрик» он озвучивал недавно. Если кто смотрел. Так, я не помню, по-моему, сюда, да. Так, ну что, мы попадаем в святая святых. Там, где творится музыка. И кино, да. О, познакомлю вас. Это Андрей, известный звукорежиссер во всем Киеве, в определенных кругах. Срач. Это не срач называется, это творческая атмосфера. Мы все прекрасно знаем, что такое творческая атмосфера. У тебя тут кофеек можно попить. А где стоит у тебя человек, который разговаривает? Он в той комнате, да? Кто это надо открывать? За окошком там стоит человек, диктор обычно. Ага. Диктор и рассказывает что-нибудь, ты записываешь. Или певец. Вот специальная комнатка такая, там ему. Он, короче, тебя не слышит, да, просто так, только в наушниках. Только через вот этот микрофон. Классно. Это что? 122 калибр. Гильза? Ничего себе. Это вот прилетело по Киеву, да? Нет, это с Бахмута. Это с нее летала по оркам. А, Она используется для как ваза, и если нужно записать какой-нибудь звук типа колокола там. Так называемые фоли. Колокола. друзья, ну мы вышли из киностудии «Киевнаучфильм» уже, и здесь рядом на улице Киото мы пришли в парк. Парк так и называется, парк Киото. Это японский парк в Киеве, и мы его вам хотим сегодня показать. Вся красота этого парка состоит в том, что он цветет сейчас, и в нем цветут сакуры. В общем, все пришли полюбоваться этой красотой, но здесь для всех хватает места, потому что сакур этих бесконечно длинный ряд. В общем, парк длится от метро Черниговская до метро Лесной. И мы сейчас как раз идем со стороны метро Черниговской. Специально прошли в другую сторону парка, для того, чтобы солнце падало красиво сзади у нас, не светило прямо в камеру. И детская площадка здесь есть для детей. Вот много всяких детских аттракциончиков, качель, горок. И 3 дорожки здесь. Я так понимаю, просто 3 дорожки параллельных, по которым можно идти вдоль этого парка. А в центре парка Киото есть такой традиционный японский сад. Ну, я себе так думаю, что это традиционный японский сад. Но, возможно, это просто парк камней. Ну вот основной японский сад с озером, с озерцом небольшим. Смотрите, какой мостик деревянный здесь. Стоит какая-то, ну вот какой-то монумент, памятник. Не знаю, что это, стелла какая-то в японском стиле. А с Буддой, наверное. Хотя японцы, они синтоисты. Они Будде не поклонялись, но барельеф похож на Будду в какой-то степени. В Японии есть и буддисты, так вполне может быть и Будда. Посмотрите на это озеро в камнях. Такой небольшой островок Японии у нас в Киеве. Озерцо со спокойной водой, тихой, красивый мостик.
Ну, я вам скажу, это очень хорошо, что есть такие островки среди урбанизации, среди серости городской. Есть такой парк, в котором вот так можно побыть у озера, походить, посмотреть, посидеть. Я думаю, в другие времена здесь меньше людей. Это сейчас цветение, время цветения сакур, поэтому сейчас народ здесь просто толпами роится. Как пчелы вокруг цветов, так и люди вокруг цветов порхают. И мы с Ладой тоже решили немножко попорхать, показать вам эту красоту. Осталось уже немного этого парка. Вот он уже здесь кончается, возле станции Лесной. Вот тут такие пышные цветы на деревьях. Друзья, спасибо всем, что прогуливались вместе с нами сегодня возле станции метро Лесная. Мы надеемся, вам понравилась эта прогулка. Желаем всем мира, счастья и скорейшей нашей победы. Пока. Пока.